Смарт-часы с Ultra HD дисплеем, яркостью до 1000 нит, поддержкой GPS-навигации, встроенным голосовым помощником Amazon Alexa, большим количеством циферблатов и спортивных режимов, временем автономной работы до 7 суток, функции Bluetooth-звонков, и это только малая часть того, что нам обещает сам производитель в рекламе к смарт-часам под названием Mass X Aesys X. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется Mass X Aesys X в черной упаковке из плотного картона, на ней есть краткая характеристика, изображение и название модели. Упаковано все хорошо, в комплекте мы имеем сами смарт-часы, силиконовый чехол, зарядное устройство с двумя пинами и краткое руководство. Габариты 46 на 46 на 14,8 мм. Ширина ремешка 22 мм. Далее. Ежедневно обзоры на этот канал я выгружаю, иногда еще на лайв-канал. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок. Как мы знаем, ноябрь месяц распродаж. И сейчас идет сейл 11.11. Еще и Черная пятница 24 числа будет. К слову, тогда я, скорее всего, два смарта разыграю. Один из них iPhone 15 и переразыграю Honor Magic 5 Ultimate. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-часам. Mass X Aesys X поставляется в черно-серой, зеленой и песочной расцветке. Дизайн устройства с уклоном в спорт, выглядят они хорошо. Корпус смарт-часов выполнен из матового пластика, из металла только кнопка и вставка рядом с кнопкой. Материалы, учитывая стоимость, хорошие, как и сборка. Ремешок быстросъемный со стандартным креплением и пластиковой застежкой. По качеству он неплохой, но запястье под ремешком потеет. При носке смарт-часы практически не ощущаются, спать в них комфортно. На корпусе смарт-часов расположили два контакта для зарядки, динамик, микрофон и датчики мониторинга здоровья. На правом торце находится одна механическая кнопка колесика. Кнопка не имеет люфт, нажимается хорошо. Прокрутка реализована по системе трещотки. Использовать эту функцию в целом удобно. Нажатием на кнопку можно перейти в меню и выполнить команду возврата, а зажатием можно воспользоваться голосовым помощником Alexa. Завести данного голосового ассистента можно, но через костыли. Переназначить команды нельзя, за что минус. Летим дальше. Оснащены смарт-часы дисплеем на 1,38 дюйма. Экран здесь утоплен, рамка есть, но небольшая, цвета ненасыщенные, четкости картинки не хватает, и даже пиксели видны. В целом экран мне вовсе не понравился. Скроллинг неплавный, анимации по минимуму. Интерфейс доступен на русском языке, шрифт читабельный, но перевод местами некорректный. Яркости экрана, как по мне, не хватает, конечно, им можно пользоваться в солнечный день, но с затруднением. Автоматической яркости на борту нет. Автовыключение экрана максимум до 20 секунд, Always on Display отсутствует. В настройках можно выбрать один из трех стилей отображения меню. Поднятие запястья для активации экрана срабатывает не быстро. Включить тапом экран нельзя, как и нельзя выключить его, накрыв ладонью. С главного экрана по свайпам сверху вниз панель быстрого доступа, в которой есть регулировка яркости, переход к настройкам, продувка, динамика и не только. Снизу вверх уведомления, слева направо и наоборот виджеты, которые можно персонализировать в приложении. Сортировать меню, к сожалению, нельзя. В меню мы имеем активность, голосовой помощник Alexa, записи тренировок, погода, напоминания и события, которые можно добавить в приложении, музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Загрузить что-либо на смарт-часы возможности нет. Далее в меню есть Bluetooth кнопка для удаленной фотосъемки, которая работает даже в стоковой камере смартфона, поиск телефона, секундомер, таймер. В фоновом режиме работает и таймер, и секундомер, за что плюс. Последнее — это мировое время и будильник, который можно завести прямо со смарт-часов. В настройках можно настроить режим «Не беспокоить», включить режим энергосбережения и настроить громкость звонка и силу вибрации. Вибромотор топорненький, но разбудить сможет. Летим дальше. Bluetooth версии 5.2. Напоминаю, что уже существует 5.4 версия. Подключить внешнее Bluetooth устройство возможности нет, как и нельзя подключить смарт-часы к Wi-Fi. NFC модуля нет. Спортивных режимов на борту достаточно. Плюс есть и отслеживание плавания и распознавание 4 видов активности. Встроенный GPS есть, но по факту, что он есть, что его нет. У меня лично местоположение смарт-часы не определяют, а у большинства пользователей, если и работает GPS, то очень плохо. Тренировки не работают в фоновом режиме, настроек для тренировок немного, есть шаблоны для бега, стандартные настройки для тренировок, и во время тренировки можно пользоваться плеером. Смарт-часы могут измерять пульс, SpO2 и уровень стресса в автоматическом режиме. Вручную измерять также можно, ко всему есть функция измерения всех показателей одним нажатием. Результаты измерений меня не порадовали, так как правдивых цифр я лично не увидел. Мониторинг сна ничем не отличается, так как ход ко сну, что пробуждение было зафиксировано неверно. Также можно настроить напоминание о необходимости попить воды, помыть руки, активности, а в меню на смарт-часах есть дыхательные тренировки, отслеживание менструального цикла и по большому счету все. Графики на смарт-часах отображаются, но информации в них мало. Далее в меню Aesys X можно найти избранные контакты, которых можно добавить до 10 штук через приложение «Недавние вызовы» и набор номера.
Звонить часов можно. Микрофон и динамик показали себя не с лучшей стороны, так как нормально можно разговаривать только в тихом помещении. Уведомления приходят практически моментально. Иконки отображаются, но смайлики нет. Отвечать на звонок быстрыми ответами возможности нет, как и на уведомления. Длинный текст в уведомлениях приходится дочитывать на смарте. Далее, емкость аккумулятора 400 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 45 минут. Время автономной работы в стандартном сценарии использования с периодичными Bluetooth вызовами по моим тестам 3,5 дня. Не лучший результат, что я встречал прямым текстом. Водонепроницаемость топовая IP68. Конечно, я протестировал данную модель на водонепроницаемость, окунув их в воду. С ними все хорошо, но повторяюсь, что купаться в соленой воде или ходить в баню, особенно контрастные температуры, электронику не стоит так мучить. Хотя решать всегда вам. MAS X, Aesis X работают в паре с приложением VeryFit. Приложение переведено на русский язык, интерфейс не совсем удобный. На главном экране в приложении мы имеем 4 вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья, вторая вкладка предназначена для тренировок, третья вкладка — это подключенное устройство и последняя вкладка профиль. На главной странице с часами мы видим заряд в процентах, небольшой магазин с циферблатами, установить любую фотографию на заставку можно. Помимо перечисленного также есть возможность настроить уведомления, настроить мониторинг здоровья, воспользоваться поиском смарт-часов и обновить прошивку, но мне обновления еще не прилетали. Минусы по большей части основные два минуса — это плохой экран и плохое GPS-позиционирование. Все остальные минусы я перечислил в ролике, и, как по мне, их огромное количество. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Напоминаю, что сейчас идет распродажа, и там просто море предложений, нереально супер. Nord 3 за 33 тысячи рублей. Разумеется, глобалка на 16 гектарах оператива. Xiaomi 13T Pro за 44. И еще много всякого веселья. Посмотрите. Всем, кто посмотрел ролик, огромное спасибо. Знаете, вы помогаете проекту. Резюмирую, MAS X, Aesis X — заманчивое предложение, так как за подобную стоимость мы должны получить GPS-навигацию, отличный дизайн, качественный экран и не только. Но по факту не все так радужно. Еще раз всем огромное спасибо за просмотр, поэтому от меня девайсу однозначно нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья.